Привет, с вами Алена. Видео у нас сегодня будет про ожог ногтей. Я знаю, такого контента не было давно, и вы очень заждались, поэтому усаживайтесь поудобнее и наблюдайте. Пришла клиентка по рекомендации своего мастера. Она ходила к девушке на маникюр, и все было хорошо до определенного момента. А до того момента, как она заметила, что с ее ногтями пошло что-то не так. И сейчас на видео вы наблюдаете, как мы смываем самый обычный лак, простой, это не гель. Она просто старалась задекорировать, как-то спрятать то, что происходит сейчас с ее ногтями. Мы долго их рассматривали, я старалась, объясняла ей, что же на самом деле с ними произошло. И, конечно, такое случается не за один раз. И в процессе разговора, когда я ее старалась, можно так выразить, даже допросить или опросить, потому что я пыталась найти концы, понять, когда же это стало с ней происходить, я узнала, что первый дискомфорт у нее появился, когда они покрасили зеленым лаком 2 месяца назад. Примерно вот такие данные она мне дала. И не мудрено, клиент не совсем понимает, от чего это может быть. Мастера-то, в принципе, не всегда могут понять, почему такое происходит, а клиент, у нее все просто, у нее был зеленый лак. Дошло до того, что мы даже позвонили ее мастеру, девочке, которая делает ей ногти, и стали спрашивать, чем же она ей покрывала. Последнее покрытие у них было полигелем, а вот до этого, когда был зеленый лак, они покрывали базой Луи Филипп, Рубер база, вроде ничего такого, но в процессе разговора я выяснила, что, оказывается, ее мастер любит делать прочные ногти, поэтому материала кладет побольше. В общем, любит немножечко делать пирожочки. И, казалось бы, такое безобидное желание сделать так, чтобы у клиента все хорошо носилось, но за ним иногда скрываются вот такие неприятности. Дело в том, что получить ожог ногтевых пластин в наше время очень просто. Мастера в попытках сделать прочное, хорошее, долговечное покрытие наплюхивают на ногти слишком толстый слой, при этом не создавая промежуточный грунтовочный слой, тот, который идет основой, а сразу ляпая на ноготь целую каплю. Дело в том, что у любой базы есть высота просушки. И высота просушки базы это примерно 1,8 мм, в среднем. Какие-то базы на 1,5 мм просыхают, но никак не больше. А иногда бывает, снимаешь и понимаешь, что там и 2, 2,1, 2,2, а то и больше миллиметров. И так выходит, что когда мастер выкладывает на ноготь вот эту огромную плюшку, естественно, с благими намерениями, я все прекрасно понимаю, плюшка просыхает, но только сверху, а внутри она остается жидкой. И вот эта жидкая часть базы, которая не смогла просохнуть и не просохла бы, сколько бы там ее ни суши, она, получается, в течение 3 недель лежит у вас на ногтевой пластине. И тут не мудрено получить химический ожог. Я думаю, что дальше объяснять даже смысла нет. Все очень логично. То есть, как мне объяснил один производитель, она сказала, ты попробуй, капни просто каплю базы, это же все-таки химия, на кожу. И походи с ней 3 недели, посмотришь, что будет с твоей кожей. Вот примерно то же самое происходит с ногтями. А у нас уже ожог получен, обратного пути нет, и мы должны сделать зачистку. Зачистка представляет собой срез и, так скажем, убирание, не знаю, какое слово правильно здесь использовать. В общем, срезаем, убираем все, что засохло. Вот это ороговевшее ложе тоже нужно почистить. Вот эта труха, которую вы наблюдаете, так выглядит ногтевое ложе, которое обожжено. И все, что мы здесь можем, это убрать лишнюю кожу и дать возможность ногтям отрастать. Конечно, также на уход клиенту рекомендовано масло натуральное для того, чтобы ногтевые пластины быстрее отрастали, делать массаж. Здесь все более-менее стандартно, и вот знаете, на что я бы хотела обратить внимание. Когда мы позвонили мастеру моей клиентке, она прям очень перед ней извинялась, говорила, что она ее все равно любит и все равно будет к ней ходить. В общем, пыталась как-то оправдаться перед клиентом, что она пришла в итоге ко мне, и даже я подхватила эту волну и тоже стала объяснять мастеру, что все в порядке, мы ее ни в чем не виним, просто делаем зачистку, и потом она к ней обязательно вернется. То есть есть такой момент, что клиенты, они не хотят обидеть своих мастеров. Хотя, нет, некоторые, конечно, хотят, некоторые злятся. А есть вот такая категория, которая очень глубоко и нежно любит их и боятся, что мастер подумает, что их на что-то променяли.
Сейчас вы, наверное, смотрите и думаете, а что это за кровавая трещина? А вот такая вот трещина у нее есть на пальце. Она сказала, это не трогайте, это трещина, это нормальное явление. Я там сама каким-то кремом помажу, поэтому я не стала настаивать на каких-то там манипуляциях и зачистках. В общем, если лечит, пусть, конечно, лечит сама, тем более у нее есть какой-то проверенный способ. Так, я немножко отвлеклась от темы, я прошу прощения. Я просто хотела сказать, что не считаю, что в этом прям уж всегда вот вина мастера, или что после этого человека нужно прям вот презирать, да, или уходить от него. Нет, этому, конечно, можно научиться, и обучаться этому нужно на курсе «Химия материала». Такие курсы сейчас есть у многих инструкторов, очень советую их пройти. Ну, а я на этом потихоньку заканчиваю свое видео. Ногти мы зачистили, отправляем их поправляться. С вами была Алена. Пока-пока, до новых встреч. Не забывайте, берегите себя и свои ногти.